Целая семья из 7 человек исчезла со своей фермы в 1992 году, оставив лишь простую записку о том, что они поедут к родственникам на выходные. Но они так и не вернулись, и исчезновение семьи стало одной из самых таинственных историй в округе. 10 лет спустя брат отца, Даниил Кузнецов, просматривает старые вещи, находит фотографии и предметы, которые напоминают ему о счастливых временах, и замечает шокирующую деталь – знак, который может прояснить мрачное прошлое. Эта подсказка, неожиданно возникая из далеких воспоминаний и порождая поток старых эмоций, наконец прольет свет на то, что же с ними в действительности случилось, и станет ключом к пониманию произошедшего. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь, ведь нам правда интересно узнать, из какого вы города, откуда вы смотрите нашу историю. Приятного просмотра, приятно провести время с нами. Утреннее солнце, залитое золотистым светом, нежно и участливо ложится длинными полосами и на пол в доме Даниила Кузнецова в Фейерхейвене, маленьком, но наполненном духом дружелюбия городке на востоке Огайо. Этот день приходил каждый год как напоминание о потерянных надеждах, но не нес радости. Ровно 10 лет прошло с тех пор, как исчез его брат Алексей, жена брата Мария и их 5 детей. Илья, Павел, Анна, Лидия и маленькая Ева. Их утрата стала неизгладимым шрамом для Даниила. На кухонном столе тогда осталась лишь горькая записка. «Уехали на выходные. Навестим родственников. Вернемся в понедельник. О животных не беспокойтесь. Договорились с соседями». Но понедельник прошел, а семья так и не вернулась, оставив за собой лишь вопросы и пустоту, которые со временем только усиливались. В этот день дом Даниила превращался в молитвенный зал, наполненный сердечными переживаниями и воспоминаниями о тех, кого уже давно не было рядом. Соседи и родственники собирались в этот день, чтобы вспомнить тех, кто исчез без следа. Люди молились, светили свечи и делились тихими историями о счастливых моментах, когда эта семья была полной. Но чем меньше становилось свидетелей времени, тем сильнее тянула пустота, пронизывая сердца людей. Каждый год это чувство непрекращающейся утраты накатывало как волна. И, казалось, мир вокруг терял красочные оттенки, а сама жизнь становилась однообразной и мрачной. Когда служба закончилась, остались только самые близкие друзья и родные. На столе разложили фотографии и вещи семьи, детские рисунки, куклу из кукурузных листьев, наперсток Марии и много воспоминаний, которые напоминали о былом счастье. В центре всего лежала та самая записка, вызывая в памяти горечь и горе. «Каждый год я смотрю на эти слова», — тихо сказала Марта Шульц, подруга Марии. «И каждый год думаю, какие высшие силы могли их забрать». Даниил молча поправил папку с документами, опуская взгляд на содержание. Его мысли были полны вопросов и тревог. Официальное расследование тогда длилось меньше недели, и он помнил, как инспекторы торопились пройти через дело, не придавая ему значения. Полиция не нашла следов борьбы, и дело закрыли как добровольное исчезновение, отметая все основания для дальнейшего поиска. Но у него всегда оставалось ощущение, будто слова протокола написаны на чужом языке, не имеющем ничего общего с болью живых людей, с тем горем, которое он до сих пор чувствовал. «Мы доверились тогдашнему офицеру», — заметил старый сосед Иосиф Миллер. Он уверял, что семья просто решила уехать на отдых. Он часто вспоминал о том дне и о том, как его сердце также рвалось от беспокойства. Сергей Бауэр, двоюродный брат, сидел неподалеку, изучая фотографию Кузнецовых, сделанную за несколько часов до их исчезновения. На этой фотографии, казалось, застыли самые счастливые моменты их жизни. На крыльце улыбающийся Алексей
Рядом Мария с Евой на руках, дети стоят по росту, наивные и смеющиеся. Позади на веревке для сушки висела одежда, напоминая о повседневной жизни и заботах. «Подождите», — сказал Сергей, прищурившись и внимая деталям. «Если они уезжали на все выходные, зачем Мария стирала утром? Ни одна хозяйка не оставит белье на 3 дня, если у нее есть возможность постирать его заранее». Люди наклонились ближе, внимательно слушая. Среди серых рубах и темных платьев вдруг виднелся странный предмет — ярко-желтый жилет. На нем угадывалось слово «полиция». «Это полицейский жилет», — прошептала Марта, ее голос дрожал от волнения и ужаса. Даниил похолодел, понимая, что это совсем не может быть случайным. В памяти всплыло имя — офицер Пол Бреннер, когда-то близкий друг семьи, всегда готовый помочь, но о котором теперь говорили с опаской и недоверием. Но что, если дружба была лишь прикрытием для чего-то более злого? Он вспомнил, как Алексей жаловался на давление, говорил, что к ним приходят странные люди, и как быстро разговоры эти прерывались, стоило появиться Бреннеру и его спокойной улыбке. В тот же вечер Даниил решился зайти в старый дом брата. Ключи все еще хранились у него, напоминая о былом. Скрипучие ступени вели на 2-й этаж, где у изножья кровати стоял сундук, полный воспоминаний и старых секретов. Внутри, среди аккуратно сложенных вещей, он нашел именно то, чего так боялся — светоотражающий жилет с нашивкой. Пол Бреннер. Его сердце билось так громко, что казалось, стены услышат каждый вздох, каждое тревожное предчувствие. На следующее утро он отправился в участок, полон решимости узнать правду, но Бреннера там не оказалось, и его надежды начали угасать. На выезде из города Даниил столкнулся с другой сценой. 2 мужчин в темной форме без опознавательных знаков уговаривали соседа Якова Шнайдера продать землю. Их аргументы были настойчивыми, почти угрозами, и неподдельная угроза витала в воздухе, как темная тень. Лишь появление Даниила заставило их отступить. «Они приходят уже неделю», — сказал Яков, подбирая визитку, оставленную людьми. Он выглядел обеспокоенным. На визитке значилось «Департамент строительства», только название и номер телефона. 10 лет назад к Алексею тоже приходили такие. Он тогда очень переживал. А потом его семья исчезла, рассказал Яков, и в его войс чувствовалась тревога. Днем Даниил, наконец, встретил Бреннера. Тот стоял у патрульной машины у подножия горы. На вид он был все тот же. Спокойный, уверенный, но теперь его хуже узнать. Даниил показал жилет, решив, что это станет началом конца для всех загадок. Полицейский замялся, его поза выдала недовольство. Но он выдал объяснение, мол, зашел к Алексею в то утро, испачкал жилет супом, и Мария настояла постирать. Забыл и больше не вспоминал. Развел руками Бреннер, но в его глазах читалась неуверенность. Но слова звучали фальшиво, как лишние аккорды в мелодии. И все сильнее в голове Даниила крутились угрозы к соседям и слова про застройку, какой план стоит за действиями этой скрытной группы. Вечером он поехал к участку брата за городом. Там, в зарослях, обнаружил строительную площадку, экскаваторы, строительный забор и здание, похожее на дорогой отель, которое вызывало недоумение и страх одновременно. На стенах висели баннеры: «Лучшие виды только у нас», словно издевательский призыв к жадным туристам. Даниил спрятался и увидел, как Бреннер вместе с 2 мужчинами обсуждает амбициозные планы. «Туристы будут платить, чтобы отдохнуть у нас», — говорил один, «но для начала оставшихся придется убедить уехать. Земля должна быть чистой, без лишних конкурентов». Его слова произносились с жесткой уверенностью.
Рабочий по приказу начал копать у разметки. Из земли показалась человеческая кость, и шок пронзил тело Даниила, остывая в его жилах. Мужчины передали ее Бреннеру, и тот спокойно бросил обратно, словно не замечая ужасного факта. «Вся семья здесь», — сказал один из мужчин. «А если кто-то еще не захочет продавать участок, там и похороним». У Даниила затряслись руки. Трепет снизу поднимался с каждым их словом. Он едва сумел выскользнуть и набрать полицию. Сердце бешено колотилось. Голос диспетчера дрогнул, когда он услышал: «Я нашел место массового захоронения». В этом замешан офицер полиции, и внутренний страх обрел форму замешательства. Через 20 минут появились машины полиции. Стройку быстро оцепили, словно это было что-то ужасное, ожидающее своего раскрытия. Кости действительно оказались там, и, увидев их, Даниил почувствовал, как его сознание нахлынуло от окончания давнего терзания. Бреннер и застройщики пытались оправдываться, но их жалкие попытки не смогли затмить ужас произошедшего, и они были закованы в наручники. В их офисах нашли журнал с записями. Имена семей, на кого давили, суммы взяток, отчеты Бреннера о каждом столкновении. Среди строк стояло: Кузнецовы отказались. Решение принято, и это было не просто утешение. Это был приговор. Через несколько недель судебные эксперты подтвердили: найденные останки принадлежали Алексею, Марии и детям. Эта новость держала в напряжении весь округ, вновь открывая раны, от которых никто не мог отдохнуть. На кладбище прошла новая процессия, наполненная скорбью и состраданием. На этот раз люди стояли не в ожидании чуда, а с тяжелым, но ясным знанием. Семья вернулась домой, пусть и в землю предков, в объятия судьбы, которая так долго их избегала. Даниил смотрел на свежие кресты и думал о том, как 10 лет молчания сделали их всех слепыми, но в то же время, как их память о любви и надежде сохранилась. Теперь же тайна раскрыта, а правда останется в памяти навсегда, прорастая, как семена на весеннем солнце, находя путь к жизни из глубины страха. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях о своих впечатлениях, поделитесь своими мыслями. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. До свидания и берегите себя.